Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В ЕС усиливается разногласия вокруг поставок российского газа. На днях Европа приняла поэтапный отказ от поставок к 2027 году, но действующие контракты продолжат выполняться. Для Германии и Европейского Союза это означает противоречие между политическими решениями и реальной энергетической зависимостью. При этом о необходимости ускоренного разрыва не раз говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И еще одна важная новость. В Германии готовятся новые правила для крупных наличных платежей. С 2027 года при оплате от 3000 евро потребуется обязательная идентификация покупателя. Эти меры вводятся на уровне Европейского Союза для борьбы с отмыванием денег и затронут повседневные покупки и бизнес по всей Европе. И это еще не все. В Германии обсуждают отказ от жесткого 8-часового рабочего дня и переход к недельной норме. Канцлер Фридрих Мерц назвал это шагом к гибкой экономике, а в Брюсселе под руководством Урсулы фон дер Ляйен подчеркнули, что для Европейского Союза важно не допустить роста перегрузок и выгорания работников в Европе. И напоследок новость о повседневной жизни. В Германии все чаще жалуются на дешевые сыры, которые плохо плавятся из-за измененных рецептур и заменителей молочного жира. Эта тенденция затрагивает и Европу в целом, показывая конфликт между ценой, логистикой и качеством продуктов. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европейском Союзе наметился новый конфликт вокруг российского газа. Получается, что сегодня страны официально приняли поэтапный отказ от поставок российского газа к 2027 году, но с другой стороны все еще продолжают платить за текущие контракты и покупать топливо, которое в санкции не попало. Я напомню, что Совет Европейского Союза на днях утвердил правила, которые вводят запрет на импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа СПГ в течение ближайших 2 лет, то есть к началу 2027 года для СПГ и к осени 2027 года для трубопроводного газа. Эти меры связаны с планом энергетической независимости Союза от российских энергоносителей после кризиса в Восточной Европе. При этом в 2025 году доля российского газа в импорте ЕС все еще составляла, внимание, около 13% от общего объема, а стоимость этих закупок превышала даже 15 миллиардов евро в год. Причина явления в том, что новые правила запрещают только новые контракты и поставки после определенных дат, но не аннулируют действующие соглашения. Пока эти договоры действуют, компании в ряде стран продолжают использовать российский газ и оплачивать его. Это вызывает противоречия внутри Европейского Союза, то есть политически звучат призывы ускорить отказ от российских энергоносителей и полностью устранить зависимость как можно раньше, как неоднократно, кстати, предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а вот экономические и юридические обязательства сохраняют действующие контракты, и часть государств продолжает платить за газ в рамках этих обязательств. В результате мы с вами видим, что сейчас Европа оказалась в ситуации, когда официально объявляет отказ от топлива, но продолжает оплачивать поставки, которые должны постепенно сокращаться. По данным исследователей, некоторые страны ЕС в последние годы потратили, внимание, на российский газ и СПГ больше средств, чем на отдельные программы внешней поддержки в тот же период. Такой разрыв между политикой и практикой вызывает критику. Одни считают, что Евросоюз недостаточно последователен в энергетической стратегии, другие указывают на то, что преждевременный разрыв контрактов мог бы привести к юридическим и финансовым последствиям для компаний и государств. Таким образом, сегодня эта ситуация подчеркивает ту сложность перехода Европейского Союза на альтернативные источники энергии и постепенного сокращения российских поставок. То есть нам с вами показывают, что формальные решения приняты, но платежные обязательства сохраняются и выполняются до окончания договоров. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии готовятся серьезные изменения в правилах использования наличных денег, и они затронут повседневные покупки и крупные сделки с наличными уже через пару лет. С 10 июля 2027 года вступит в силу новая европейская норма по борьбе с отмыванием денег, которую должны применять и в Германии. Согласно ее положениям, при оплате наличными от 3000 евро компании, магазины, автосалоны и сервисы обязаны проверять личность покупателя и фиксировать ее. Это будет требовать от продавцов запрашивать документы и сохранять данные, такие, например, как фамилию, дату рождения и адрес, а также и другие сведения для отчетности. Такая проверка направлена на то, чтобы крупные наличные операции были менее анонимными и отслеживались лучше. То есть при сумме меньше 3000 евро покупатели, то есть мы с вами, смогут платить как раньше без обязательной регистрации личности.
И хочу еще обратить ваше внимание, и это важно понимать, что наличность не исчезнет и не будет запрещена при более крупных суммах. Но еще раз повторю, что операции свыше 3000 евро перестанут быть полностью анонимными, то есть данные будут фиксироваться. Таким образом, когда мы с вами идем в магазин, то покупка дорогой техники, мебели или других товаров за наличные может потребовать времени и дополнительных вопросов о нашей с вами личности. Такая норма является частью общеевропейского пакета по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступности, который вводит также более высокие ограничения на крупные наличные расчеты по сделкам. Еще напомню вам, что верхний порог для обычных наличных бизнес-платежей будет сохраняться на уровне 10 тысяч евро, а вот на уровне 3000 евро вводятся требования по идентификации. Что же касается сроков, то для большинства жителей Германии изменения начнутся не раньше 2027 года. Те, кто привык рассчитываться наличными, должны будут учитывать новые правила при крупных покупках. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии идет активное обсуждение реформы рабочего времени. Федеральное правительство Мерц обсуждает изменение одного из самых старых трудовых правил. Это фиксированного 8-часового рабочего дня. Вместо дневного ограничения предлагается ориентироваться на недельную норму в 48 часов, которую работник сможет распределять по своему графику. Этот принцип существует в Германии больше 100 лет и воспринимается как базовая защита от переработок. Напомню, что сейчас закон допускает до 10 часов в день, но только при условии, что в среднем за полгода рабочее время укладывается в 8 часов в день. Новый подход снимет именно ежедневный барьер. Инициатива активно поддерживается экономическим блоком правительства и работодателями. Их аргумент прост. Экономика замедляется, компании сталкиваются с нехваткой кадров, особенно в сфере услуг, логистики, медицины и туризма. Им нужен инструмент, который позволяет гибко реагировать на пики нагрузки. Например, в гостиницах летом персонал работает интенсивнее, зимой наоборот меньше. При нынешних правилах это сложно вписать в закон. Но для работников, то есть для нас с вами, ситуация выглядит совершенно иначе. Профсоюзы сразу предупреждают, что без фиксированного дневного лимита рабочие дни могут увеличиваться до 10-12 часов. Формально неделя остается в пределах нормы. Фактически нагрузка концентрируется в несколько тяжелых дней подряд. Особенно это касается медсестер, водителей, работников складов и сферы ухода. Приведу примеры из практики. В университетских клиниках сотрудники сообщают, что при нехватке персонала смены уже сейчас часто превышают 8 часов. Если дневной предел исчезнет, то руководство получит законную возможность запретить такую практику постоянно. Для людей это означает меньше времени на восстановление, семью и здоровье. Фридрих Мерц продвигает реформу как шаг к модернизации экономики. В его логике Германия проигрывает в скорости и гибкости, пока цепляется за правила индустриального прошлого. Он подчеркивает, что никто не заставляет людей работать больше. Речь идет о свободе договоренности между работниками и работодателем. На уровне Европы позиция Урсулы фон дер Ляйен более осторожная. Европейская комиссия уже сталкивалась с последствиями перегрузок в пандемию и в медицинском секторе. В Брюсселе подчеркивают, что гибкость допустима только при реальных гарантиях защиты самих работников. Для ЕС важно, чтобы реформы не приводили к росту выгорания и больничных, которые в итоге бьют по экономике сильнее, чем жесткие нормы. Исторический опыт здесь показателен. Помните, после пандемии многие компании в Европе временно расширяли рабочие часы, чтобы закрыть кадровые дыры. А уже через год в новостях сообщалось, что выросло число больничных и показатели производительности начали снижаться. Люди физически не выдерживали такой ритм. Сейчас правительство Мерца снова обсуждает схожие подходы, но уже на уровне законодательства. А дальше еще есть важная новость. В Германии все чаще жалуются на дешевые сыры в немецких супермаркетах, которые ведут себя странно при нагреве. Кладешь ломтик на сковороду или на пиццу, ждешь привычную тянущуюся массу, а в итоге сыр либо остается резиновым, либо распадается на жир и плотные комки. Для многих это стало неожиданностью, потому что внешне продукт выглядит как обычный сыр. Причина кроется именно в составе. В сегменте дешевых продуктов все чаще продаются не классические сыры, а сырные продукты. В них часть молочного жира заменена растительными жирами, добавлены стабилизаторы, эмульгаторы и белковые смеси. Такие компоненты удешевляют на самом деле производство, увеличивают срок хранения и делают продукт устойчивым к транспортировке, но меняют поведение при нагреве. Производители ориентируются на цену и требования торговых сетей. Супермаркеты давят на поставщиков, требуют стабильную форму, одинаковый цвет и минимальные потери.
Чтобы уложиться в цену, рецептуру упрощают. В результате продукт хорошо режется, долго лежит на полке, но на сковороде перестает вести себя как настоящий сыр. Есть и бытовые примеры. Покупатели рассказывают, что раньше брали дешевый тертый сыр для запеканки и пиццы, и он плавился без проблем. Сейчас тот же бренд, как оказалось, дает совсем другой результат. Жир вытекает, масса не тянется, вкус становится плоским. Но если мы с вами начнем смотреть на упаковку, то там указан действительно состав, но мелким шрифтом и без понятных пояснений. С точки зрения рынка это объяснимо. Мы-то с вами, как гурманы, прекрасно понимаем, что настоящий сыр требует времени, молока и выдержки. Это, соответственно, дорого. Сырный продукт производится быстрее, из более дешевого сырья и с меньшими рисками. Для производителей сыров это экономия, для торговли, то есть немецких супермаркетов, это стабильность, для покупателей, нас с вами, это сюрприз дома на кухне. И сейчас получается, что вопрос качества напрямую связан с доверием между покупателем и производителем сыров. Люди ожидают от сыра определенных свойств, особенно в стране с сильной пищевой культурой, такой как Германия. Когда продукт внешне выглядит привычно, но ведет себя иначе, это вызывает недовольство и ощущение несоответствия ожиданиям. Интересно то, что сегодня регуляторы формально не видят нарушения, так как название «сырный продукт» допустимо, состав указан, требования, соответственно, выполнены. Класс! Но обратно же, повторюсь, разрыв между ожиданиями и реальностью остается. Именно потому все больше людей, ранее столкнувшихся с этим, сегодня начинают внимательно читать состав или возвращаться к классическим сортам, даже если они стоят дороже. На этом пока все. Спасибо за просмотр.